Когда видишь на куполе бездонного неба след от самолета, сердце замирает от гордости за создание рук человеческих. Еще 10 лет назад с этой взлетной полосы уходили в небо военные самолеты. Еще 10 лет назад здесь кипела жизнь. И так, казалось, будет вечно. Если звезды зажигаются, это значит, кому-нибудь надо. Если строить такие военные объекты, значит, Родине надо. А сегодня здесь тишина. А когда-то эта взлетная полоса отправляла в небо мужчин самой прекрасной профессии. Мужчин, покорявших небо. Отправляла с любовью и ждала с нетерпением. И они возвращались, чтобы вновь взлететь в небо. 18 октября 1989 года экипаж военно-транспортного самолета Ил-76МД, командир корабля Калмыков Александр Николаевич, отправлялись в обычный полет. И никто не мог представить, что этот полет будет последним для экипажа и 50 десантников. 18 октября, как всегда, рано утром шел он на работу. Весь полк улетел перевозить десантников с Сумгаита, с Насосной. Прозвонил в 17:20, он прозвонил с Сумгаита мне, что готовься, к нам придет сегодня жена моего штурмана, Фасхидина Закирова. Все приготовить дома, все. Я сидела, ждала. Нету. Прозвонила на КП. Они мне ответили, что 9:30 вечера, значит, самолет уже вылетает с Сумгаита и будет здесь где-то минут 10-11. Я еще раз прозвонила через час. Сказали, что они не вылетели, потому что шторм на Каспийском море. Я вперед думала, что действительно так. В это время он в 18:37 уже разбился самолет. Но вы не поверили? Нет, конечно. Потому что я, наоборот, всех успокаивала, собрала всех сюда, этих женщин. Я думала, что это неправда. Когда пришел замполит полка и пришел и сказал, что вот была авария, мол, Людмила Михайловна, вы успокойтесь, еще ничего не известно, была авария, может быть, еще кто-то жив. А я подумала, что, может быть, кто-то сделал аварию здесь. Сказала, мой муж приедет и разберется. А оказывается, это экипаж погиб. Смерть близкого человека – это всегда страшно и больно. Калмыков Александр Николаевич ушел молодым из жизни. Оказалось, все только недавно начиналось. Семья, дети, любимая работа, небо. То, что небо его, то это было его, там уже говорить нечего. Он был летчик от Бога. На него сразу сказали. Когда он закончил училище, мы приехали в первый гарнизон наш, он закончил училище с золотой медалью. 10-летку он закончил тоже с золотой медалью. А академию тоже закончил с золотой медалью. Летал он, конечно, других. Было много хороших ребят. Все молодые старались летать. Это их работа. Понимаете, каждый человек на своем месте должен быть. А вы помните ваш первый гарнизон? Это город Поневежес, Литовская ССР. Мы туда приехали молодыми. Там мы жили 9 лет. В 80-м году поступил в академию в Гагарина. 3 года там отучились в Монино. А потом уже направили сюда. Вы так говорите, отучились. То есть любая проблема, любая задача решалась вместе? Конечно, вместе. Там ни одна жена, редко кто из нас работал, потому что работы не было для жен абитуриентов, как мы и были. Встречали, провожали, ходили вместе с ними на все эти соревнования, на все субботники. Везде все было вместе, как всегда. И вот сейчас вы уже много лет одна. Вам сложно? Конечно, сложно. Почему ж не сложно?
Одной очень трудно поднимать детей. Стараешься, но куда деваться? Жизнь, она идет. Память о человеке всегда хранится в сердцах и душах самых близких и родных людей. Вдова Калмыкова Людмила Михайловна бережно хранит все то, что связано с мужем. Газетные вырезки, фотографии и самое страшное – черный ящик. Людмила Михайловна, вот перед нами семейный альбом. Скажите, здесь самые дорогие фотографии для вас? Да, для меня и для моих детей это все то, что осталось от моего мужа. Самое дорогое, конечно, тут. Но это уже он звание офицера. Да, это здесь он командир полка. Уже здесь. Это академия. Это выпуск, да? Да, это выпуск. Полностью выпуск Академии Гагаринской. Это тоже Гагаринская академия. И когда ваш муж учился, вы были все время рядом? Всегда с ним. Всегда. Говоря. Несмотря ни на что. Все Ни гарнизоны. на что. Все гарнизоны с одного места уезжали, на другое приезжали, как все. Ваш муж позволял себе так, чтобы вы могли считать себя женой командира? Или он считал, что его должность никакого влияния не должна иметь ни на семью, ни на окружающих? Нет, он как летчик, он никогда себя не считал, что он великий человек. Он просто себя считал обыкновенным человеком. То, что он командир полка, это его работа, это его должность. Он должен был людей понять, должен был им помочь чем-то. Подполковник Калмыков Александр Николаевич был командиром полка. Многие годы начальником Арцизского гарнизона. Он был не только хорошим командиром, хорошим летчиком, он был хорошим хозяйственником. Он очень любил людей, он любил этот военный городок. Его руками здесь сделано очень много. Проложены тропинки, дорожки, аллеи. Он сажал деревья вместе со всеми. И сегодня эти деревья помнят руки замечательного человека, помнят о нем. Очень много его сослуживцев поразъехались. Полка-то нету, полк расформировали. Ну, ребята звонят. Мы вот сейчас тоже едем в Тверь, там наши офицеры, половина нашего полка. Вот. Ну, в основном ребята все звонят, кто куда уехал, кто как устроился. Половина в России, половина на Украине. Ну, жизнь, она Страна была раскидывает. большой, да. Но летчики, ихняя дружба осталась. Конечно. Саша Калмыков с детства мечтал быть военным летчиком. Он сдает документы в Балашовское высшее авиационное военное училище. Успешно сдает экзамены, и его мечта сбылась. Но никогда Саша Калмыков не мог представить себе, что его именем назовут школу. Сегодня возле школы стоит памятник, который напоминает ребятам, которые приходят сюда учиться в эту школу, уходят о мужестве авиаторов, о летчиках от Бога. Командир, пожар правого двигателя. Включить пожарную систему. Пожарная система включена. Технику ПАДу приготовиться к открытию дверей люка. 569-й. Идете мимо полосы. Командир, держи! Первый двигатель отвалился у них над химзаводом, и он попал недалеко от этой вот негашенной известь. Если попал в гашеную известь, значит 13 тысяч человек улетело бы в воздух. Вот. Второй двигатель уже стал отваливаться. И он направил его к морю. Почему? Потому что если бы он приземлился даже на аэродроме там, значит там самолеты, столько людей, наш целый полк. Весь полк бежал к морю, видели, что он уже пошел на море. Все уже знали, что это не жильцы, весь наш полк бежал туда. Ну, что сделаешь? Их ил подвел, сорвал в наборе сердца и дрогнул многотонный исполин. И от беды куда им было деться, корабль упал в простор морских пучин. Такое горе, чем его измерить? Родители, простите.
Простите сыновей. Они летать хотели, жить и верить, и не прощаться с родиной своей. Сейчас взлетит Антон, качнув крылами, но не прервется связи нашей нить. Ребята остаются вместе с нами. Мы память не умеем хранить.